Я приветствую всех вас, друзья, кто заглянул в гости на мой канал, и с вами Анжелика. Итак, продолжаем вторую часть смотреть моих запасов, которые я обещала. И в этой серии мы посмотрим, что у меня есть по овну, по чудесной игле, по риолису. И еще у меня есть Нова Слобода и Жар Птица. От каждого производителя есть небольшое количество наборов, но в целом наберется так приличненько. И мы приступим. Вот этот хомячок, это я на велосипеде. Всем вам большой привет. Начнем мы с овна. Это я пока уберу в стороночку. И посмотрим, что у меня есть по овну. Итак, начнем. Ягодный ликер. Это была моя недавняя покупочка. 22 на 29 сантиметров. И Аида 18 каунта. Здесь говорить особо нечего. Очень красивый летний натюрморт. Красота, да и только. И я не буду на нем долго останавливаться. Пойдемте дальше. Следующий вот такой лазаревый звон. Ну, здесь я могу только ахать и восторгаться. Нежность. Прекрасные колокольчики. Кстати, такие колокольчики есть у меня на клумбе. Еще немножко, и они расцветут. Тоже белые и голубые. 24 на 27 сантиметров размер готовой будет работы. И Аида тоже 18 каунта. Не знаю, что я буду менять на равномерку или нет. Я еще не знаю. Так как я люблю и на Аиде вышивать. Я подумаю. Вот такая вот Аида. Больше ничего здесь не видно. Как вы все знаете, овен прячет ниточки. Ну, это что-то. Великолепный букет. У меня вообще, наверное, процентов 70 из всех моих запасов это будут цветы. Очень я уж их люблю. Вот такая вот красота. Вот еще один восторг. Золото заката. Увидела и обалдела. От этой работы у меня просто перехватывает дух. Солнце прямо настоящее. Закат, ну, нереальная красота. Что-то такое невероятное. Если от превью все просто такие восторги, я представляю, какая же будет эта красота и прелесть в отшитом виде. 39 на 23 сантиметра будет размер готовой работы. И канва тоже 18 каунта. Посмотрите, полюбуйтесь. Это небо, вода. Ну, очень нравится мне. Ничего лишнего, но настолько это все притягивает взгляд. Просто класс. Нравится очень-очень сильно. Золото заката. Еще одна красота. Осенняя пора. Ну, девочки, этот пейзаж меня полонил настолько мою душу, что я даже вам не знаю, как передать это все словами. Осенняя пора. И здесь я вижу березовая роща в осеннюю пору. И та березовая роща, которую вышиваю сейчас я от Золотого руно, это будут у меня уже времена года по сезонам. Размер готовой работы 40 на 25 сантиметров. И здесь канва 16 каунта. Вот такая вот невероятная прелесть. Насколько же природа своими красками разнообразна в каждое время года. И как же это все красиво. Очень красивый пейзаж. И я к нему скоро доберусь.
тоже канва. И все, больше ничего мы здесь не видим. Осенняя пора. Енотик. Любопытство. Это тоже моя недавняя покупочка. Совсем-совсем свеженький наборчик. Размер готовой работы 35 на 28 сантиметров. Канва 14 аккаунта. Но такой же классный. Любопытная морда. Очень мне нравится. Это пойдет в коллекцию к моим животным. И, наверное, когда я их всех отошью, у меня будет стена с животными. Такие же они все милашные. У каждого ж выражение морды свое. Ну, прелесть. Очень мне нравится. Красота, да и только. И птички. Зимняя композиция. Куда же без них? Здесь готовая работа будет 20 на 44 сантиметра. И канва 18 аккаунта. Тоже сплошное великолепие. Нежная такая работа. Очень красивая. Тем более здесь ягодки. Я очень люблю, когда есть ягодки. Я не знаю почему, но меня ягодки привлекают всегда в вышивке. Снежок пушистый. Но здесь, конечно, надобно будет заменить основу. И эти птички заиграют еще лучше. Это однозначно. Здесь надо будет с основой что-нибудь подумать. Мне хотелось горошек, хотя мне девочки в комментариях рекомендуют основу потемнее взять, чтобы птички смотрелись поярче. Да, я согласна. Здесь надо все равно что-нибудь придумать. И будет очень-очень интересно. Класс. Очень красивая работа. Вот все, что у меня по овну. Совсем немного. 1, 2, 3, 4, 5, 6 наборчиков. Это овен. Поехали дальше. Поехали дальше. И на очереди будет чудесная игла. Чудесная игла нас покоряет своими новинками. И когда я смотрю других блогеров, девочек, очень много остаются неравнодушны к этому производителю. И ну что здесь скажешь? Цена, качество, сюжеты сногсшибательные. Ну как же их не вышивать? Вот такой вот хомячок, лисапед, малышка. 10 на 15 сантиметров размер готовой работы. Количество цветов здесь 19. Канва 14 аккаунта. И этого хомячка подарила мне моя подружка Танюшка. Танюшка, тебе привет. Я знаю, ты смотришь мое видео. И благодарю тебя за такой подарочек. Еще не вышила, но вышью обязательно. Вот как возьму, как вышью его сразу. Класс. Следующий наборчик. Вот такие вот розы и фуксии. Опять цветочки. Аида 16 аккаунта. И размер готовой работы 31 на 35 сантиметров. Но опять же, салфеточка. Этот вазон. Ваза очень красивая. Сами розы. Очень мне нравится. Цветы. Это моя тема. Великолепный. Великолепный сюжет. Схемку еще раз покажу. Цветная схемка. Ну, мелковато, но я думаю,
я справлюсь, так как, в принципе, она читаемая. Можно будет ее вышивать. Вот такая вот красота. Розы и фуксии. Свет вдохновения. Всем знакомые фонарики. Один я отшила. Тоже в пару к этому с розочками, с бабочками. Это у меня второй. Здесь канва Аида 14 каунта. Размер готовой работы будет 17 на 23 сантиметра. Канву я не меняла. И здесь я буду точно вышивать на этой же канве, на родной. Она хоть и жестковата, но ничего страшного. Мне не привыкать, так как я очень люблю китайские наборы. И там, в принципе, то же самое. Красота. Полюбуйтесь на эти фонарики бесподобные. И что мы видим дальше? Цветочный чай. Этот сюжет вообще слов нет. Великолепный, нежный, красивый. Здесь, если поменять основу, вообще это будет настолько воздушный букет. Очень красивый, очень. Канва здесь 14 каунта и размер готовой работы 40 на 35 сантиметров. И мы видим такое великолепие. Как же только классно, что можно ниточками передать вот такую вот красоту нереальную. Вот рисуем мы ниточкой, девочки. Как художники рисуют краской, а мы все это великолепие воплощаем в нитках на канве. Класс. Очень нравится. Опять цветы. Рябиновые бусы. Канва Аида 14 каунта. Размер готовой работы 40 на 34 сантиметра. Вот этот сюжет я первый раз увидела на канале Татьяны Лазовской, как они оформляли такие шикарные цветы. Вышито это все было на равномерной ткани. И, кстати, тогда Татьяна Викторовна не знала, кто производитель. И я сама тоже думаю, какая же великолепная работа и кто же производитель. А потом, когда узнала, что это чудесная игла, мама дорогая, ну, конечно же, держите меня семеро. Я, естественно, купила такой набор, очень-очень красивый. У меня, конечно, есть подсолнухи и в бисере я вышивала, и ниточками. Ну, подсолнухи мне нравятся в работе. Много-много и атриоли с подсолнухи. Ну, подсолнухи есть подсолнухи. Очень красивый. Сюжет невероятный. И опять же, эти ягодки. Может, меня больше здесь и ягодки привлекли на себя. И рябинки. Ой, обалдеть. Очень красивая. Композиция будет очень красивая. Ну, следующий тоже не менее красивый. Аромат сирени. Аида 14 каунта в этой работе. И размер готовой работы будет 40 на 37 сантиметров. Тоже великолепный сюжет. Великолепный. Сирень я обожаю. Как раз вот сейчас время сирени пахнет. Выходишь на улицу, пахнет со всех сторон сирень. Деревья облиты все цветами. Но почему этот цветок, вернее этот куст, не цветет на протяжении всего лета? И цвел бы, нас радовал, правда? Очень классный, очень я люблю. И гортензии, и сирень. Но как же не вышить такую работу? Конечно же, будем вышивать. Девочки, нахомячила я последнее время. Наверное, себе на 10 лет вперед, а то и на больше. Рождественское настроение. Тоже нежный. И очень классный сюжет. Очень классный. Аида 14 каунта. Размер готовой работы будет 32 на 22 сантиметра. Обалденный. У них, конечно, вот эта серия, там, где
На заднем плане такие сепийные замки, розы для герцогини, всякие вот эти композиции, осенние и зимние. Очень красивая серия. Такая нежная, необыкновенная и неповторимая. Ни у кого мы таких сюжетов не видели, вот только у чудесной иглы. Классно. Здоровски. Буду вышивать и наслаждаться. О, во всей красе. Все, как я люблю. Павлины, эти невероятные краски. Очень красивый такой прям царский сюжет. Во всей красе. Здесь тоже 14-го каунта Аида. И размер готовой работы будет 32 на 36 сантиметров. Ну, просто великолепные. Павлины у меня тоже есть, но это будет уже вторые павлины. Вышивать их будет очень интересно, я в этом уверена. Праздник. Праздник, да и только. Класс. Невероятная будет работа. Здесь, конечно, я не буду менять канву. Все вышью так, как есть. Здоровский сюжет. Вот еще одни птичечки. Семейное гнездышко. Ну и такие милые. Такие классные. Маленькие, хорошенькие. И сочетание этих птичек и розочек. И это все в овальном таком оформлении. Это что-то такое... Размер готовой работы будет 19 на 25 сантиметров. И канва Аида 14 каунта. Ну, хорошие, правда же? Так гнездышко. Ой, прелесть. Надо срочно заканчивать, чтобы начать что-то новое. И такая вот шикарная девушка. Бриллиант души моей. Размер готовой работы будет 32 на 40 сантиметров. И Аида 14 каунта. Ну, Аиду я здесь заменю. И я уже ткань приобрела. Уже лежит на нее ткань. Это будет кашель. Кашель цвета... Какой же цвет? Я совсем забыла. Не однотонный какой-то. Ну, не буду говорить, сочинять сейчас. Но она будет у меня на другой основе. Очень красивая. Очень красивая. Все эти бусы, монетки, стеклярус. Вот этот бисер я не люблю. Вот я не знаю, что с этим бисером мне делать. Как бы в работе он будет красиво смотреться, но я же знаю, что он себя просто поведет не очень хорошо потом, через год, через два. Не знаю, что делать. Ну, посмотрим. Доберусь. Буду думать с тем бисером, оставлять его или поменять. Но она, конечно, сногсшибательная. Очень красивая. Великолепная. Вот и все, что у меня по чудесной игле. И сколько здесь наборчиков? Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. 9. И малышка 10. Дальше.
Дальше посмотрим риолис. Риолиса у меня совсем мало. Здесь 3 наборчика и все. Вот такая вот лисичка. Размер готовой работы 21 на 30 сантиметров. Вышивается она шерстью. И Аида здесь 14 каунта. Вот такие вот ниточки видно. Но это лисичка, она бесподобная. С ней у меня была любовь с первого взгляда. Вот только я увидела ее, эта мордашка, эти глазки. Вот она такая, вот хочет что-то рассказать. Вот так смотрит, ну, классная. Очень нравится мне. Очень-очень. Я очень любуюсь на превью, но когда я буду ее вышивать, и когда она будет отшита, это будет прелесть прелестная. Класс. Совушка, полярная сова, тоже красавица. Тоже эти глазки, эти ножки, перышки. Обалдеть. 45 на 35 сантиметров готовая работа будет. Канва здесь тоже 14 каунта. Канву я не буду менять, это точно. Мне интересно повышивать на такой рустикальной канве. Ниточки. Конечно, я вам нового ничего не покажу, потому что это есть у многих девочек. Все ее любят. Этот сюжет очень популярный. И я рада, что остановилась на этой совунье, потому что я думала, какую же мне купить, то ли эту, то ли от Чарівної миті, Букля, у них есть сюжет, то ли от Новой Слободы, но это, конечно, ну, самая красивая, на мой взгляд, все-таки она самая красивая, и она у меня тоже уже есть, и это класс. Ну и хит, ежики в бруснике. Размер готовой работы 25 на 25 сантиметров. И здесь Аида тоже 14 каунта. Ну такие милаши. Такие же они хорошенькие. И ежики, и грибочки, и ягодки. Ну все в этом сюжете бесподобно. Все, что я люблю. У них и глазки такие, и носики. Ну... чудесные ежики, просто чудесные. Вот мой риолис. 3 штучки наборчика. Я еще шерстью не вышивала именно риолис. У меня были только отшиты одни павлины, но они вышивались не шерстью. Там, наверное, или ПНК имени Кирова были ниточки. Вот. Ну, буду вышивать и наслаждаться. Я думаю, шерстью тоже классно будет вышивать. Вот то, что по риолису. 3 наборчика, скромные запасы. И здесь у меня Жар птица и Нова Слобода. И все будем смотреть по порядку. Вот такая вот маленькая работа. Малышки. Вышивка на пластиковой канве. Такие вот игрушки. Я их сделаю двухсторонними обязательно. Размер готовой работы 11 на 9 сантиметров. И будет это, скорее всего, магниты на холодильник. Вот такие вот чудные тыквы. Ну, классные ж. Классные, прекрасные. Я очень люблю вышивать на пластике. Нет-нет, да и берусь за всякую такую мелкую работу. Нравится мне. Отдыхалочки. И прикольные получаются результаты. Вот такие вот грибочки. Маленькие тоже, малышка. 13 на 18 сантиметров. Будет готовая работа. И канва 14 каунта. Ну, они, наверное, не очень простые, так как здесь бэка прилично. Но сюжет потрясающий. Маленький и классный такой сюжетец. Обалденные. Нравятся мне грибочки эти. Вот. Вот такая вот птичка.
Размер готовой работы 22 на 18 сантиметров. И Аида здесь получается тоже 14 каунт, 23 цвета. Вот такая вот птичка. Тоже очень прикольная. Когда-нибудь я тоже ее вышью. Вот все у меня. Как только, так сразу. Как только что-то закончу, так сразу и начну. А начинать-то у меня много чего. Начинать и вышивать. Но ничего, я себя держу в руках, стараюсь заканчивать, чтобы были финиши, а потом браться за следующие. Вот такая вот девочка. Зимний сюжет. Канва 14 каунта здесь. И размер готовой работы будет 23 на 17 сантиметров. Вот такая вот милота. Купила я себе тоже по сезонам вот таких вот девчуль. Красота. Тоже вышивать одно удовольствие будет, я уверена. И такой вот милый сюжет. И вот такое вот лето. Наливные яблочки. То же самое. Размер готовой работы 23 на 17 сантиметров. И тоже здесь Аида 14 каунта. И здесь тоже я буду менять цвета. Ой, цвета, что я говорю? Канву. Канву буду менять обязательно. Вот такая вот девочка. Милая красавица с яблочками. Окошко очаровательное. Вот такой вот классный сюжет. Вышивала бы уже сейчас, начинала. Ой, красота еще одна. Осенняя, с рябинкой. И еще одна девочка. Ну, вот такие вот у меня 3 сюжета. Вот такие вот девочки. Там еще, по-моему, с вербой есть. Весенние. Ну, надо вышить сначала этих. А потом подумаю еще, может быть, и с вербой. Ну, с вербой мне как-то вот она не зацепила. А эти, конечно, очень понравились. Все. Все, что касается жар-птицы, это вот 4 наборчика и 2 малыша. Итого 6 штук. Это жар-птица. И у нас осталась Новослобода. Новослобода. Чудесная фирма харьковская. Сейчас я вышиваю котов. Они у меня почему-то ушли в долгострой. Я отшила где-то почти половину. Вот, и переключилась. Переключилась то на одно, то на другое, то на третье. И все. И они у меня, эти коты, отложились. А вообще, конечно, нитки у них шикарные. Нитки Аврора. Ну, у них, конечно, в разных наборах могут быть разные ниточки. Но вышиваются очень классно, прикольно. Тонированная основа. И мне нравится у этой фирмы свой почерк. Они неповторимые. Вот такие сюжеты, как у них, больше ни у кого не встретишь. Вот такие вот серия котов. Одни коты на крыше, которые я вышиваю. К ним вот, пожалуйста, мечтатели. Следующий кот с крысой или с мышей сидит на велосипеде. Такой вот прикольный кот. Размер готовой работы будет 23 на 47 сантиметров. Так, Аида 16 каунта. 25 цветов. И что у нас? Аврора. Ниточки Аврора. Классные ниточки. Они тоненькие. Но крестики прекрасные получаются. Ровненькие. Ложатся хорошо. Вот такой вот кот. Долго не будем останавливаться. То что-то я зацепилась и рассказываю. Очередной кот. Но вот этот прикольный кот, естественно, я пройти мимо него не могла. Тут сам Бог велел мне его купить, так как у меня есть такой рыжик, Тимошка. Но точно такой же кот. Ему только ромашки не хватает. Из зонтика ромашки. Такой прикольный кот. Размер готовой работы будет 18 на 25 сантиметров.
Что здесь у нас? Аида получается 16-го аккаунта, тоже тонированная. Основа вышивается только котик. И надо этот наборчик далеко не прятать, а брать его и вышивать. Я думаю, здесь несколько дней посидеть и будет уже котейка. Сколько ж ему лежать? Ну такой обалденный котяра. Все, девочки. Откладываю его. Следующий сюжет. Вот такая вот уютное местечко. Шикарный, яркий сюжет. Очень мне нравится. Есть еще парный, там где коты тоже лежат на диванах. 45 на 32 сантиметра будет готовая работа. Так, что здесь у нас? А здесь ниточки Пальмира, кстати. Уже не Аврора, а Пальмира. 56 цветов и канва 14-го аккаунта с фоновым рисунком. Очень интересно это все вышивается. Очень интересно. Кстати, вот парный сюжет. Ну, я считаю, что мне хватит одного. Они практически идентичны. И тот очень похож. Так что пока надо вышить один. Класс. Праздник. Просто праздник. Клематисы. Клематисы. Такая панелька. Размер готовой работы 16 на 50 сантиметров. И что здесь у нас? 23 цвета. Какие же ниточки? Тоже Пальмира. Канва с нанесенным рисунком 14-го аккаунта. Естественно, я этот набор купила, потому что я на выставке увидела его отшив. Очень они красивые. Такие сочные, насыщенные цвета. Клематисы. Ну, очень красивые. И, кстати, у них висело две работы одинаковых, но были оформлены по-другому. И чего-то мне вот казалось, что они разные. Я ходила, то на одну смотрела, то на другую смотрю, вроде бы как одинаковые. Вот. А потом смотрю оформление, что совсем другое. Одно было, по-моему, с паспорту, другое без. Рамки разные. И насколько все-таки оформление преображает работу. Один и тот же сюжет. И смотрится-то по-разному. Классные такие клематисы. И этот, естественно, набор я тоже купила, потому что увидела отшив. Невероятные маки. Я очень люблю маки, но эти просто невероятные. Размер готовой работы будет 42 на 30 сантиметров. И что у нас получается? Тоже нить Пальмира. 28 цветов. И Аида 14-го аккаунта с фоновым рисунком. Тоже они такие нежные. На заднем плане сепийные вот эти вот листики. И сами цветы. Вот насколько маки. И настолько они, ну, такие нежные. Очень красивые. И вижу, я в Инстаграме тоже их уже вышивают. И на подушку можно, и в картину можно. Они смотрятся очень классно. И вышивать вроде бы немного здесь. Вот такой вот великолепный сюжет. Вот то, что у меня Нова Слобода. Ага, вот еще есть наборчик. Это бисерный наборчик от Новой Слободы. Размер готовой работы будет 25 на 25 сантиметров. И тут всего лишь два цвета. Ткань габардин. Бери и вышивай. Очень интересный. Сам сюжет очень интересный. Эти слоны держат землю. Слоны стоят на черепахе. Вот такая вот красота. Это то, что у них еще есть. То, что предлагают. Очень интересная фирма. И каждый год в августе месяце у них проходят выставки. И мы всегда ездим с моей подружкой Танюшкой на выставку. Танюшка, тебе привет еще раз. И смотрим, очень интересные. Еще мне нравится серия городов. Вот, и я так поглядываю в ту сторону. Наверное, я что-нибудь из городов тоже куплю
себе. Они такие необычные. Вот необычные. Вот и все, что я вам показала. То, что у меня есть. А Нова Слобода. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. И 6-й котик мой. Котик-обормотик. Вот 6 наборов от Новой Слободы. Вот так, девчонки. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Там немножко, там немножко. И вот так вот собрались мои запасы. Вот. Я надеюсь, вам мое видео понравилось. Ставьте лайки, пишите мне комментарии. Благодарю вас за комментарии, которые были написаны ранее. Мне очень-очень приятно. И обратная связь для меня очень важна. Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья, вдохновения. Творите красоту, вышивайте и получайте удовольствие. Всем пока-пока!